Жизнь моя — это какой-то очень скучный, нудный сериал. Депрессия – это как такое очень тяжелое похмелье. Как отличить ее просто от усталости, от плохого настроения? Вся твоя жизнь – это только работа. Я бы явно не готова к роли мамы. Если тебе хочется лежать, заведи 2 коровы. Не очень понимаю, как я выжила. В России ведь очень боятся обращаться к психиатрам. Я смотрела ценник, думаю, да нет. В Америке каждый 6-й принимает по статистике антидепрессанты. Я вообще считаю, что страдание бессмысленно. Такое состояние на грани, которое очень полезно мне, как музыканту. Мозговой туман. 24 часа в сутки счастливым быть невозможно. Организм не выдержит. Россия страна для грустных, да? Привет, друзья! Наверное, если не по личному опыту, то по кино всем знакома эта мизансцена. Пустой бар, одиночество, тоска, депрессия. Знакомое состояние, правда? Как сообщает журнал Lancet, самый авторитетный медицинский журнал в мире, примерно треть переболевших коронавирусом впоследствии в течение полугода жалуются на симптомы депрессивного расстройства. А как сообщает Институт психологии Российской академии наук, каждый третий житель России в 2020 году жаловался на депрессию в той или иной форме. Депрессия. О депрессии. Депрессия. Depression. В общем, проблема очевидна. И мы решили сделать большой выпуск про депрессию, потому что, правда, очень много вопросов. К кому обращаться? К психологу, к психиатру? Сколько это будет стоить? Помогут ли они? Или я просто все деньги потрачу и ничего не изменится? Может ли депрессия сама собой пройти? Помогают ли таблетки? Какие таблетки? Помогает ли алкоголь? В каких количествах? И вообще, в какой момент просто плохое настроение, меланхолию, в общем, во многом приятную, можно начать считать состоянием, которое тебе угрожает, и с которым уже нужно бороться. В какой-то момент я так устала от всего происходящего. То есть мне казалось, что жизнь моя — это какой-то очень скучный, нудный сериал. Казалось, что вся жизнь была прожита как-то неправильно, и с мамой отношения не складываются, и в школе травили, и в университете не нравилось, и с работой как-то сложно, и вообще очень много претензий к себе. И я подумала, что я больше не хочу, в общем, продолжать жить. Надо понимать, что депрессия – это как такое очень тяжелое похмелье. Ты просыпаешься и засыпаешь с одним и тем же ощущением, что хочешь спать. Ты спишь еще, и это никаким образом тебе не помогает. Вначале ты чувствуешь ничего. Это огромное ничего, и нету сил, огромная дыра в груди. Как бы, знаешь, все и цвета, они, знаешь, такое ощущение, что все цвета выключили, все серое. Мы в офисе таких дел. И фонду нужна помощь. Да, вот короткая информация про этот фонд и про такие дела. Слушай, но тематика у тебя, конечно, тут не веселая. Это и хосписы, и неизлечимые больные, для которых собираются в том числе деньги. Это давящий контент. Есть же специальное такое понятие – это помогающие профессии. И у помогающих профессий вообще основная причина выгорания и депрессии заключается даже не столько в том, что ты сталкиваешься с какими-то социальными проблемами, а с тем, что ты как бы сталкиваешься с тем,
Я не могу больше ничего здесь сделать, они все умрут. Подожди, но есть же и светлая сторона. Мы собрали, там, Не кого-то компенсирует. спасли. Это вообще, вот кажется, что это компенсирует, не компенсирует на самом деле. Не компенсирует. Ну, потому что в ситуации, когда ты все время, каждый день находишься в стрессе и под давлением, ты вот эти счастливый момент воспринимаешь как должное. А то, что... Потому что у тебя твои нервы, они все время напряжены, они голые, в прямом смысле слова. И порой тебя стрессуют совсем маленькие вещи. То есть можно там разрыдаться от того, что тебе кто-нибудь на улице там, не улыбнулся. Давай про тебя поговорим. Да. Мы, когда договаривались про это интервью, ты сказал, что ты лицо депрессии 2020. И я весь 20-й год провел в лечении депрессии, панического невроза и эмоционального выгорания. Смысл в том, что его постоянная поглощающая какая-то боль, но не физическая, а это вот то, что тебя пожирает внутри из того, из чего ты состоишь. Как понять, что у тебя депрессия? Как отличить ее просто от усталости, от плохого настроения, от проблем там, на работе или в семье? Как? Классически депрессия – это триада. Да? То есть это апатия, то есть отсутствие интересов, утрата к жизни, к делам, к семье, к каким-то проблемам. Это адинамия, то есть невозможность выполнять какую-то такую повседневную физическую деятельность или снижение ее способности. И постоянно сниженный фон настроения, то есть гипотемия так называемая. Вот когда эти три классических клинических симптома присутствуют, можно говорить о депрессии. Что может быть лучше летом в выходной день, чем сочно приготовленное на гриле мясо? Сегодня я покажу рецепт идеального стейка. Что для этого нужно? Нужен хороший газовый гриль. В нашем случае это газовый гриль Weber. И повар Павел. Привет, Павел. Алексей, приветствую. Который сейчас нам покажет, как готовить идеальное мясо. Приступим? Итак, прежде всего нам, конечно, нужен хороший стейк, а это, безусловно, стейк из мраморной говядины. И немного овощей, куда же без них. В самом начале, конечно, нужно подготовить гриль к работе. Для этого нам нужно дать решетке прогреться буквально 5-7 минут для того, чтобы температура была градусов 300, то, что нам нужно для приготовления мяса. Закрываем крышку и ждем буквально минут 5. Пошло. «300 градусов? Почти. Да. Можно начинать?» Идеально. О, обратите здесь внимание. Все красно. Да. Очень горячо. Дым вкусный, но тут многие скажут, что настоящий гриль должен быть на дровах или на угле, а не на газу. Нет? Нет. Вот это всего лишь источник жара. Неважно, хорошие это угли, либо это газ. И отодвигаем стейк в сторону, там, где у нас выключена горелка. Таким образом, мы создадим зону непрямого жара. То есть здесь у нас останется жар для овощей, а здесь у нас будет тепло, которое будет давать тоже высокую температуру. Он здесь продолжает доходить. Конечно. Температура внутри куска 21 градус. Мы ждем 45-47. Пока стейк там отдыхает, предлагаю заняться овощами. Нет слов, конечно, когда открываешь, видно, что обожжен хорошо был и не подгорел, да, вот хорошая корочка. 50. Все, отлично. Стейк равномерно у нас приготовился во всех частях. То, что нужно. Оп. Давай, я доверяю это профессионалу. Благодарю. Но пробовать будем вместе. Это пожалуйста. Очень вкусно. Мне нравится. Отличная прожарка, очень мягкая.
Спасибо, Павел. Без Спасибо, вас бы Алиса. ничего не получилось. Как и без этого газового гриля Weber. Заказать его вы можете по ссылке в описании. А мы, пожалуй, закончим съемку, потому что по глазам съемочной группы я вижу, что они тоже все хотят попробовать. Когда вообще почувствовала вот эту душевную боль в первый раз? Я и подростком себя так чувствовала, но когда ты подросток, мне кажется, все себя так чувствовали. Хотя, с другой стороны, мои друзья, подростки так себя не чувствовали. А я себя так чувствовала. И там в своих первых серьезных отношениях я себя уже так чувствовала. Ну, я всю сознательную жизнь себя так чувствовала. Я был совершенно подросток, но слова депрессия тогда еще не было. Вот именно. А какое было слово? Вегета, сосудистая... Дистония. Дистония, совершенно Мне верно. тоже об этом говорили. И тогда у меня плохо было со сном, я стал очень вялым каким-то, заторможенным. Я с тех пор просто амплитудно как-то чувствовал себя хуже. Есть ли генетическая предрасположенность к депрессии? Несомненно. Даже вот такой вот в клинике есть обязательный пункт при беседе с пациентом. Обязательно узнать информацию о том, были ли какие-то проблемы схожие у кого-то из близких, у родителей, у сестер, у братьев, у дедушек, бабушек. Депрессия – диагноз на самом деле не молодой, он старый. То есть важно понимать, что депрессия – это болезнь. Абсолютно. Это не то, что просто у человека плохое настроение, ему говорят, давай взбодрись, тряпка, и он взбодрился. Нет, это как раз очень часто так и происходит, но это ошибка. Мы называем одним словом широчайший спектр. Но не будем говорить сейчас о плохом настроении, да, оно бывает. Облачко накатило и ушло. Но когда целый день облачно, это уже некоторая депрессия. Да? Может быть, климат неплохой, а погода плохая. И поэтому депрессии, они располагаются между состояниями, вызванными чем-то извне, жизнью, событиями, огорчениями, стрессами и так далее, и депрессиями, которые возникают, как психиатры говорят, эндогенно по биохимическим, по биологическим механизмам. Как тебе объяснили врачи? У тебя эндогенная депрессия? Нет, у меня в 12 лет умер папа довольно внезапно. И потом, только когда я росла уже постепенно, я стала, в общем, проявлять какую-то злость и какую-то грусть относительно этого события. А в 12 лет я просто резко закрылась, и тогда-то все и началось. Это так называемая реакция утраты будет, это горе, да, понятно, человек будет переживать. Вот вопрос дальше, как она будет развиваться. В норме, спустя некоторое время, постепенно чувство утраты будет притупляться, постепенно пройдут вот эти все неприятные угнетающие мысли. Если эта реакция затягивается, если я вижу человека депрессивного уже там 9-12 месяц после утраты кого-то или чего-то, то определенно ему нужна помощь. Вот были два человека, которые мне четко дали понять, что я сейчас гикнусь. Один человек – это мой друг. И я к нему прихожу и говорю: дружище, слушай, ну что-то мы там сидим с ним, пьем вино. Вот. Я говорю: ты работаешь так много, вот тяжело, ты, наверное, сильно стрессуешь. Он говорит: ну, может, раз в месяц. А ты? А я понимаю, я каждый день. Выходной, с утра проснулся. Ты постоянно находишься в этом состоянии, что типа взрыв мозга. Это катастрофа. А второй человек, которому я просто реально обязан жизнью, он увидел меня и сказал: слушай, ты реально сейчас гикнешься. Если то, что называется просто выгорание на работе, да, вот человек выгорает, он выгорел, это может перейти в депрессию? Он начинает думать, а почему так произошло? Ну, это как один из вариантов, да? Почему так произошло? Я вот что-то как-то, чего-то упустил, может быть, я неправильно выбрал
себе профессию, мне это теперь не Зря интересно. прожил жизнь. Да, и дальше начинается вот такое вот мыслительное, ментальное, да, вот переосмысление, которое может запустить механизм депрессии. Я значительно отошел от операционного управления в организации, и я начал, вот когда я понял, что через полгода где-то после того, как я начал ходить к терапевту, я понял, что мне помогает, потому что у меня вдруг появились интересы помимо работы. А до этого, понимаешь, это было невозможно сделать, потому что и это одна из причин и выгорания, и депрессии, и невроза, и паники. Потому что вся твоя жизнь – это только работа. Легко было аудиторию итальянскую, да, проникнуть. Марита, вы закончили в ГИК, вы стали режиссером, у вас прекрасная семья, муж и 2 детей. В какой момент и что пошло не так вообще? Я была явно не готова к роли мамы и к тому, что у меня пойдет что-то не так. И мне тогда казалось, что вокруг все, и вот все же как-то так же справляются, и я должна справляться. Вот. И в какой-то момент уже у меня начались сильные головокружения. Я вставала, и меня так... Я практически не падала. У меня были тоже мысли какие-то суицидальные, потому что мне казалось на тот момент, да, что я режиссер, и я хотела снимать кино, а не вынужденно, да, это мои дети, и я их безумно люблю, но просто я под этой плитой быта, я согнулась, и я не знала, как разогнуться, я не знала, как обратно вообще вернуться к творчеству, к тому, что хотелось сделать. Послеродовая депрессия такая, знаете, серая зона, потому что в них смешивается очень много. В них смешивается реакция народа как на тяжелый биологический стресс и реакции на изменение жизни в связи с появлением ребенка. Женщина переживает, она мечтала стать, не знаю, знаменитой психологиней, а родила двойню, и конец мечтам. Теперь она будет им памперсы менять, кормить их и так далее, и никакой тебе психологии. И она впадает в депрессию. Я позитивный человек, я очень легко справляюсь с какими-то проблемами. В принципе, у меня достаточно гладкая жизнь, не так, чтобы она сильно меня качала, да, проблемы какие-то глобальные. Поэтому, в принципе, я достаточно хорошо, спокойно жила до ребенка. А беременность была ожидаемой? Ожидаемая, очень спокойная, идеальная беременность. Я была самым счастливым человеком в процессе беременности, мне ничего больше было не нужно. Вот ты рожаешь, все тоже нормально проходит. Первый месяц был идеальный. А потом сын начал орать. То есть он, например, до 4 лет он не спал больше 2 часов вообще, в принципе. Он не умел спать. Со мной постепенно начались прям истерики, когда я понимаю, что я ничего не могу сделать, я не справляюсь. Я знаю, что вы одной из самых тяжелых депрессий, опасных считаете послеродовую. Почему? Потому что она имеет последствия для ребенка. Даже для такого маленького? Ребенок инициирует контакт. Когда начинается этот комплекс оживления, около 2 месяцев, да, у него уже социальная улыбка, он смотрит в глаза, он лучше всего воспринимает черты лица, он прям прилипает. То есть, если мать в этот момент окажется в депрессии, если мать не включенная, она с ним не разговаривает. Вот лампочка, смотри, вот зажглась, вот погасла. Да, нравится лампочка? Нравится тебе лампочка? Вот это все, да, то есть сама спросила, сама ответила. Это правильный контакт с ребенком. У депрессивной матери нет на это сил. У нее нет на это сил. Она только она иной раз встать с кровати не может. И если она, например, одна с этим ребенком, то ребенок оказывается в трудной ситуации. У меня был момент, незадолго до 2 лет сына, когда я поняла, что я просто с ним выйду в окно сейчас. И я помню эту мысль, что главное выйти не с ним.
Я очень много от себя прятала этого состояния. Сейчас я переведу внимание там, на развод, и проблема там, и у меня будет все хорошо. И как бы это все время было вот такое переключение себя, которое, на самом деле усугубляло состояние. Депрессия, возникающая при разрыве отношений, одна из наиболее типичных причин. Она по механизму похожа на депрессию от утраты близкого, от смерти близкого человека? Депрессия при разрушенных отношениях – это тоже реакция на утрату. Но когда мне приходится работать с этими людьми, меня всегда интересует не то, что отношения распались, а то, что это значит для человека. Он переживает это как проигрыш в азартной игре. Он переживает это как человек, которого поймали в подворотне и морду ему начистили, а он не сумел дать сдачи. Он переживает это как предательство. Или он чувствует себя в чем-то виноватым и рвет на себе волосы и думает и говорит, что если бы он вот этого не сделал, то она бы его не бросила. И так далее. Миллион картин, да? И работать приходится не мне с человеком, а человеку с моей помощью. С тем, что депрессия значит для него. Александр Красовицкий, Animal Jazz. Мы с Александром встречались 2 года назад. Возвращали 2007. У тебя сегодня день рождения, тебе 49 лет. С днем рождения тебя. Спасибо. У меня обычно перед днем рождения усиливаются такие, углубленные состояния. Как у тебя? У меня совпало еще и с поездкой в Москву. Для меня Москва – это место, где у меня исключительно депрессивное состояние всегда. С Москвой у меня как-то на энергетическом уровне не дружба. То есть у тебя сегодня день рождения, грустный праздник? Да, у меня здесь работа, поэтому я здесь. Ты мог бы определить свое состояние как хроническую депрессию? С тех пор, как я тесно стал общаться с психологами, психотерапевтами, не в профессиональном смысле, а в плане общения, я понял, что, скорее всего, это так и называется, но до этого я как-то жил. Состояние, когда ни одна крупная радость как будто бы не проникает внутрь. Ты рассказал Дудю, что после расставания с любимой женщиной ты много пил. Да. Алкоголь помогает тебе в этом состоянии? Алкоголь хорошая штука, знаешь, какое сравнение. Есть такое у музыкантов понятие мастеринг. Это когда берется сперва все сводится, все треки расставляются по своим местам, по громкости, по месту в пространстве, а после этого это все пускается на мастеринг, когда отрезаются лишние. Вот этот алкоголь, он примерно это и делает, по крайней мере, со мной. Он срезает самый край радости и самый край депрессии. И ты где-то вот в этой непонятной в этом тумане, в принципе, можешь поддерживать свое существование. Как любое психоактивное вещество, там алкоголь, наркотики, сначала поднимается настроение, потом очень глубже падает вот это вот. Короче, алкоголь не помогает при депрессии? Тотально нет, но локально да. Я специально перечитала свои дневники. Там был такой момент, что я встретилась с человеком, с которым я нахожусь уже в созависимых отношениях уже очень много лет. И мы с ним встретились, и мне вначале было очень хорошо, а потом стало очень-очень плохо, потому что, естественно, ничего не получилось, и это послужило катализатором. Я сорвалась очень сильно и ушла в сильный наркотический срыв, и закончилось все сильным селф-хармом. Вот. И это было ужасно, очень грустно. Вообще не очень понимаю, как я выжила. Начался коронавирус, мы уехали в мой родной город Дубну на севере Подмосковья, сели там, и как-то на фоне всех новостей мне начало казаться, что мир постепенно рушится. Мне было просто супер некомфортно, и главное, у меня пошли какие-то суицидальные мысли, которых у меня довольно давно не было.
Ну, я вот много просто даже у себя в Фейсбуке читаю, что люди пишут, переболевшие коронавирусом, вот у меня депрессия, мне ничего не хочется. Это может быть следствием коронавируса, по вашим наблюдениям? Если человек переболевает этим заболеванием, тем более, которое будет протекать еще в средней или даже в тяжелой форме, она оставляет после себя такой тяжелый след, хвост в виде астении, то есть вот разбитости, усталости, быстрой утомляемости. Вот есть такой даже сейчас термин, любят его использовать, мозговой туман. Да, когда человек вот даже испытывает проблемы, не может сосредоточиться в обыденных для себя делах, которые проблем не вызывали вот до коронавирусной инфекции. Люди очень жалуются на усталость, на отсутствие сил, на то, что у них как-то мозги плохо работают. Вот эти жалобы прямо идут в большом количестве. Я это связываю со страхом, в котором люди сидели несколько месяцев, а вот это страх и тревога, они очень истощают вообще. Мы сейчас знаем, что третья волна, страх прошел, как вам кажется? Мне кажется, устали бояться. Есть такое представление, что если много денег, то депрессия не случится. Потому что ты можешь решить намного больше проблем, когда у тебя есть деньги. Это так? Нет, не так. Риск заболеть депрессией, и вообще любым психическим расстройством не связан с благополучием, в том числе и с финансовым, человека. И вы, наверное, знаете, есть обратное представление, особенно люди где-нибудь там в регионах скажут, это вот они в Москве там с жиру бесятся, у них депрессия, у нас нет времени на депрессию, вообще у нас жизнь такая тяжелая, это болезнь богатых. Да, есть такое мнение, но депрессией на самом деле болеют все, и богатые, и бедные, и в больших регионах, и в малых регионах. Есть исследования, которые показывают, что не совсем ментальные заболевания – это продукт больших городов. То есть есть исследования, которые показывают, что сейчас в сельской местности заболевания депрессией среди в основном пожилого возрастного населения гораздо выше, чем, например, в средних городах. Есть какие-то вещи, которые связаны с климатом, с количеством светлых дней в году, с количеством темных дней в году, с балансом светлого и темного времени в течение суток. Потому что тот же Норильск, или, например, Архангельск или Санкт-Петербург, он в том числе нарушает свойственные человеку цикличности нейромедиаторов, потому что нужно спать, а у нас белые ночи. Не надо, конечно, никому из нашей аудитории объяснять, кто такой Дима Марков. Мы сейчас возле Упсала цирка. Мы его снимали в одном из наших выпусков. Это очень важный цирк, потому что здесь работают актерами, артистами ребята из неблагополучных семей, в том числе, конечно, склонные к депрессивным состояниям. Как тебе такая форма, кстати, работы? Кажется ли она... С ребятами? Да. Слушай, это отлично. Я с ними был на гастролях, я с Упсала цирка был в летнем лагере. Я вообще видел, как это все происходит, работа вообще, с ребятами. И это очень круто. Мы находимся в Питере. Здесь сейчас максимально не питерская погода, к тому же тут вокруг стоят дома разноцветные. Вообще не питерское место, но город это тот самый. Кажется ли тебе, что Питер самый депрессивный город России, как многие пишут? Ой, я не знаю. Мне кажется, что депрессии как таковой там на моих фотографиях, мне кажется, нет. Но, собственно, ведь ты снимаешь как раз те места, на которые многие скажут, если долго смотреть, тем более все время в этом жить, то ты неизбежно будешь, как минимум в меланхолии, а то и в депрессии. Нет? Да я не знаю. Слушай, я по всей России езжу. Что это тогда? Россия страна для грустных, да? Есть такой тезис, как известно. Я не думаю. И помнишь то, что мы снимали для Антитревел, когда мы ездили в Ейск?
конец сезона, да, нечего делать. Ну, то есть непонятно, то ли дождь, то ли снег, то ли это. И как вот в этом во всем, как бы, женщина нашла там этот ТикТок, да, и нашла себе занятие, и в этом во всем, как бы, с головой и живет. Это на море качка, и бушует ураган, а приходи ко мне, морячка, и я тебе на рейсах дам. Это же на самом деле как бы пример для меня, там, для других, как можно жить. Это на самом деле очень оптимистичные вещи. Поэтому вот эти все места, как бы, они, ну, как бы их там тоска и депресс, это одна сторона медали. Другая сторона — это вот то, как люди могут в этом во всем найти себя и вот это все преодолеть. А вот есть, да, эта тема, что, типа, это вы там в столице, у вас депрессия, а мы тут с утра до ночи работаем, нам некогда. Есть такая тема? Ну, возможно, есть, да. Сколько я помню, я не ручаюсь за абсолютную точность, но во время блокады в Ленинграде, ну, велся учет самоубийств, потому что они были признаком, расценивались как признак паникерства, да. Так вот, и во время блокады в Ленинграде самоубийств таких вот практически не было. Они были считанные. Потому что вся жизнь заставляла выживать. Ну да, это как говорили, на фронте насморков нету. Да. И это правда. Есть, вы, наверное, знаете, всякие рейтинги депрессивных регионов и городов. Да. Москвы там нет, зато там, значит, есть и Норильск на первом месте. Да. Там также Пермь, Саратов и Челябинск. Да, естественно, то, что мы воспринимаем через наш зрительный анализатор, непосредственно влияет на наш мозг. Да? Глаза – это практически самый прямой и близкий путь к головному мозгу. Эту инсталляцию на берегу Камы знают и видели даже те, кто никогда не был в Перми. И немало шуток на этот счет. Дело в том, что Пермь уже несколько лет устойчиво входит в рейтинг самых депрессивных городов России. Так что же имеют в виду, когда называют Пермь депрессивной? Кто это посмел так назвать? Есть такой рейтинг, в котором, да, Пермь на втором месте. С конца, наверное, просто вы не договариваете что-то. После того, как нас объявили самым матершинным городом, уже ничему не удивляешься, да? Я не сказал бы, что прям Пермь депрессивный город. Вы не согласны, да? Я не согласен. А по-вашему, много ли людей в Перми страдают от депрессивных расстройств? Я думаю, что эта информация для меня закрыта. И ее можно получать только, видимо, в медицинских учреждениях. Да, в медицинских учреждениях. Кто ваши пациенты чаще всего? Женщины, мужчины? Сейчас ходят практически только мужчины. Да. Вот. И да, все образованные, все нормальные. Ну, а работяга какой-то может прийти? Вот работяга. Нет. А у него что, нет депрессии? Вот у работяги нет точно депрессии. Правда? Ну, конечно. Как это объяснить? У меня вчера была в гостях моя племянница, она живет в Кудымкаре. Она очень хороший учитель, да, как ни странно, на 2 работах работает, зарплата 20 тысяч. Вот как вы будете представлять свою жизнь, да, бодрой и веселой, если у тебя зарплата 20 тысяч, а ты преподаешь, и твои ученики и ЕГЭ сдают только так. И она говорит: у нас в деревне говорили, если тебе хочется лежать, заведи 2 коровы. Я в первый раз вчера это услышала. Да? Поэтому, ну, разные отношения есть к этому. А мама что мне, знаете, говорит? Да. Че сидишь? Плохо тебе? Иди полы помой. Вот примерно один и тот же подход. Мое депрессивное состояние сложилось во многом из внешних, да, факторов. То есть обстоятельства, череда обстоятельств наложились таким образом, в том числе трагичных, да, в моей жизни, в моей семье, что у меня не было ресурса с этим справляться. Если вы говорите о чувствах, то тут самое страшное — это одиночество, безысходность и отчаяние. А потом уже наступает, ну вот все равно. То есть такое ощущение, что ничего не изменишь. То есть бесполезно что-то менять. И пропадает вот желание даже не то, чтобы жить, а пытаться жить. То есть вот каждое там действие в жизни, оно требует
Ты делаешь, потому что вынужден. То есть ощущение безысходности и одновременно вынужденности. Вы часто говорите в своих интервью о выученной беспомощности. Что это такое? Поясните. Да, это, в общем, основа депрессивного состояния. В чем суть, если таким простым бытовым языком? Если кого-то крепко связать и бить, то этот кто-то, конечно, сначала будет это кричать и вырываться, но потом привыкнет. Причем не в том смысле, что привыкнет, примет, собственно, выученная беспомощность случается. Ты понимаешь, что беспомощен, кричи, не кричи, рвись, тебя связали, и тебя бьют и продолжают бить. Делать тебе как-то неприятно. И этот кто-то привыкает мучиться и терпеть и мучиться. И суть, собственно, процедуры, что если через какое-то время тебя отвязать, или дать возможность выпутаться. И так, чтобы ты понимал, что у тебя есть возможность выпутаться. То есть этот кто-то уже привык терпеть и не пытается выбраться из неприятной ситуации, уже не пытается выскочить, убежать. Классический этот силигмановский опыт с собаками. Собаку в клетку, выхода нету, бьют током. Там сначала пытается как-то прорваться, потом там затихает, скулит и подрагивает. Давайте разберемся, к какому специалисту обращаться. Человек, который никогда с этим не сталкивался, он знает, что есть психиатры, да? Они лечат сумасшедших. Есть психологи, которые за большие деньги просто беседуют со здоровыми и там как-то их корректируют. И есть психоаналитики. Это что-то типа очень дорогих психологов. По западным фильмам мы знаем, человек сидит в красивом кабинете, в глубоком кресле, аквариум обязательно с рыбками, и это очень дорого. Что в реальности существует? Я перечислил стереотипы. Да. Человек решает, к кому обратиться. Естественно, он, скорее всего, сначала пойдет к психологу, если он раньше никогда с таким подобным ни с чем не сталкивался. Психолог – это человек с психологическим образованием, без медицинского. И очень, на самом деле, сейчас стало, я считаю, правильной практикой, когда психологи видят, что данная проблема выходит за рамки чисто психологических, и речь уже идет действительно о состоянии, требующем медицинской помощи, они направляют таких пациентов к психотерапевтам или психиатрам. Так как у меня расстройство, оно называется соматическая депрессия, это когда человек чувствует себя плохо, но при этом он может собираться еще на какие-то эпизоды, то есть, например, на интервью выйти, там, поработать. Давай соберись, да. Остальное время, как только возникает свободная минута, ты сразу ложишься на диван, оккупируешь его и не можешь подняться до следующего звонка будильника, когда нужно подниматься, идти на работу, и все. Жизнь состоит из этого. Смотри, ты мучаешься столько лет. Не было у тебя попытки куда-то еще сходить, да? Ты боишься, тебе неловко, неудобно обращаться к психотерапевту. Что это? У меня же есть силы для того, чтобы выполнять свою работу, для того, чтобы встречаться с девушкой, каким-то образом функционировать. Я, что ли, ненормальный какой-то? Это что, мне нужно к психиатру идти? Я же не псих. В России ведь очень боятся обращаться к психиатрам. Последнее, что человек, считающий себя адекватным, сделает, если у него там тоскливое настроение, это пойдет к психиатру. Почему так происходит? Это так называемая стигматизация психиатрии. Люди боятся обращаться к психиатру, потому что боятся последующих за этим каких-то для них ограничений, которые могут повлиять на качество их жизни. Например, на работу не возьмут. Например, невозможность трудоустроиться на какую-то работу. Права получить. Например, невозможность получить права на вождение автомобиля. Проблема есть, она не такая тяжелая, какой она была во времена Союза, потому что, по крайней мере, формально нет психиатрического учета как такового, обязательного, да. В советское время, если заболел, так будешь на учете. Сейчас такого учета нету. Но опасения людей получить печать, быть отмаркированным, быть в чем-то ограниченным, конечно, существует.
Я пригрозила, что я сейчас заброшусь с балкона. Я не знаю, насколько уж это демонстративно было. Тогда уже все забили тревогу. Это была очень некрасивая сцена, когда там вызывали несколько раз скорую. Я вызывала полицию, потому что я хотела выгнать всех из квартиры. Я себя ужасно вела. Мне реально очень стыдно там перед молодым человеком и перед мамой за это. И тогда молодой человек начал искать клиники. И они нашли научный центр психического здоровья на Каширке. Вот важная ремарка по поводу эмоций, страхов, которые мы можем испытывать при обращении к психиатру. Мы записываем интервью с доктором Ряховским вот здесь, в Национальном центре психического здоровья в Москве. Здесь помогает людям с самыми разными диагнозами, с шизофренией, с биполярными расстройствами, в том числе с депрессией. И в том числе сюда можно обратиться бесплатно по направлению другого государственного медучреждения. Смотрите, вот так неприметно, не страшно. Это место выглядит снаружи. А вот так это выглядит изнутри. Смотрите, огромный пустой коридор. Тишина. Изначально это был вообще институт психиатрии Академии медицинских наук. И здесь сейчас проходит лечение одновременно около 300 человек с самыми разными диагнозами. Я к чему? Если у тебя депресс, и ты оказываешься в таком коридоре, кажется, что сразу, по крайней мере, он не пройдет от таких видов. Но на самом деле здесь многим помогают, в том числе от депрессии. И вот одна из наших героинь, Нина Абросимова, она здесь проходила лечение, вот что она рассказывает. При поступлении меня, как и всех, положили в первую наблюдательную палату. Вообще все палаты в этом месте, они со стеклами. То есть вместо двери стекло. Стены. Нет, или вместо двери стекло, чтобы было видно все. Вот. А первая палата, она еще отличается тем, что она закрытая. То есть ты не можешь из нее выйти и пойти в столовую, например. В ней есть туалет и люди, которые вместе с тобой лежат. И за стеклом сидит медсестра, которая, как потом выяснилось, регулярно, в общем, за тобой наблюдает и записывает, что ты делаешь, общаешься ли ты с другими, читаешь ли ты книжки. Вот. Еще в первой палате был запрещен телефон, и его выдавали только на 3 часа в день. Первое время мне не разрешали гулять, вообще даже с близкими. Потом как-то разрешили, через недельку где-то. И меня стал очень часто навещать молодой человек. Вы понимаете, проблема, стигма вокруг психических заболеваний, вокруг обращения к психотерапевту, вокруг приема таблеток, она гигантская. А стигма, она образуется всегда там, где нету знаний и нету простого и понятного решения. Кажется, что все. Если ты спросил про психиатра, завтра ты уезжаешь в Алексеевскую. Это Кащенко. Все, ты уезжаешь, тебя привязывают, и лоботомия. Вот такие представления у общества про психиатров. Люди находятся, все взрослые люди, которые, были взрослены в Советском Союзе, они привыкли, что ты поспи, отдохни, выпей с друзьями и так далее. Нет, ребята, это тяжелейшие заболевания. Тяжелейшие. Некоторые из них реально влияют на твой мозг, как он, не только он работает, как из чего он состоит. То есть химический состав мозга может измениться при ПТСР, например, посттравматическом расстройстве. Поэтому я регулярно встречаю людей, особенно старых, пожилых возрастов, 60 плюс, например, у которых страшные депрессии. И они никуда не идут с ними. Я думаю, что сейчас все получше. Понимаете, в Москве ходят побольше и получше, потому что, может быть, денег больше, да? А в стране вообще очень мало людей ходит к психологам, психотерапевтам. В США разговоры о депрессии – явление обычное, но особенно после пандемии коронавируса. Здесь этим никого не удивишь, а поход к специалисту считается нормальным явлением и уж точно никем не осуждается. Вспомнить хотя бы
культовый сериал «Секс в большом городе», который был снят в конце 90-х, в начале нулевых. Ведь в этой стране, друзья, для радости, а для печали есть специалисты и медикаменты. У меня примерно половина русскоязычных пациентов и половина никакого отношения к России не имеющих. А вот согласны ли вы с тем, что русскоязычные люди из России, из постсоветского пространства, они как-то предвзято относятся к посещению психотерапевта и не очень охотно идут за помощью? Да, безусловно, особенно старшее поколение. То есть молодежь, которая выросла уже здесь, но даже та, которая приезжает из России, это гораздо более приемлемо обратиться к психотерапевту, и даже люди приходят с интересом, людям любопытно. А с пожилыми людьми очень трудно. Ко мне очень часто обращаются дети, чтобы устроить своих родителей. И люди приходят на 1-2 сессии, и они не могут. То есть вот это привычки другому человеку, который не из семьи, не близкие друзья, рассказывать о себе, ее нет. По большей части необходимость психотерапии понимают белые обеспеченные люди. Люди в этнических сообществах чувствуют нечто схожее с тем, как к психотерапии относятся русские. Ты должен быть сильным, должен сам во всем разобраться. Вы только посмотрите, через что прошло наше поколение. Как ты можешь не справиться с такой мелочью? Просто перешагни и двигайся дальше. Да уж, проблема разных культур выходит. Верно. Как найти хорошего психотерапевта? Вот если я первый раз с этим сталкиваюсь, по сарафанному радио надо смотреть, по отзывам в сети, как? На что ориентироваться? На все, на что вы хотите, можно ориентироваться. Но быть готовым к тому, что психотерапевт – это человек, с которым у вас устанавливаются то, что называется психотерапевтическими отношениями, терапевтическими отношениями. Это человек, с которым вы можете сотрудничать вот на таком глубоком душевном уровне. Быть открытым, не бояться. Он должен быть вам, не надо в него влюбляться, но он должен быть по-человечески вам, желательно, чтобы он был приятен, чтобы вы с ним чувствовали партнерами, да. Я обратился к психиатру совершенно случайно, я познакомился с ним на пьянке. Да, и через 20 минут мы с ним уже говорили про Гитлера и психиатрию в Третьем Рейхе. И я понял, что этому человеку можно доверять. Если бы я его не встретил, я бы также, до сих пор, я бы не с вами встречался и рассказывал про депрессию, как человек, который может сейчас с ней как-то ладить, по крайней мере. Я бы лежал дома спокойненько и смотрел на выключенный телефон. Я сейчас хожу к психиатру раз в месяц, потому что у меня продолжаются суицидальные мысли. Они возвращаются периодически. Даже не будучи в депрессии, они почему-то возвращаются. Я трачу деньги на психотерапию, и мой психотерапевт сейчас будет стоить 6 000 рублей, и я буду тратить эти деньги, потому что мне еще остается? Наверное, первое, о чем подумает человек, прежде чем пойти к психотерапевту, что это дорого. Потому что, насколько я понимаю, по полису ОМС, полис ОМС не покрывает эти услуги. Но если человек обратится в частную службу, там точно полиса ОМС не будет. Но в государственной структуре работают, например, психоневрологические диспансеры, которые полностью за счет средств государства обеспечивают необходимую медицинскую помощь. В том числе и против депрессии? В том числе и против депрессии. А правильно ли я понимаю, что перед человеком возникает следующий выбор? Либо обратиться в частную клинику, заплатить много денег, там может быть и 5, и 10 тысяч, 15 тысяч за прием, не считая стоимости еще препаратов. Но это нигде не отразится, что он там к кому-то обратился и что у него депрессия. Либо пойти в психоневрологический диспансер государственный, получить это бесплатно, но встать на учет. То, о чем мы с вами говорили, карточка, конечно, будет оформлена медицинская, и
А частные клиники их не оформляют? Нет, их тоже оформляют, но сейчас как раз происходит вот этот процесс объединения вот этой разрозненной медицинской информации в единую систему базы данных, вот, которая будет федерального уровня. Но это еще будет. То есть до сих пор это было так, что государственное отдельно, частное отдельно, как это у нас везде и бывает. Тем не менее, сейчас это вот и на законодательном уровне, и уже на практике активно стало реализовываться. В США визит к психологу зачастую покрывает медицинская страховка, даже государственная для малоимущих. Ну а порядок цен таков. Визит к специалисту обойдется вам от 25 до 500 долларов США. Ну, чтобы было с чем сравнивать, визит к обычному терапевту обойдется вам примерно в 150-200 долларов. Но это только консультация. В эту стоимость не входят никакие анализы. В Нью-Йорке далеко не все могут себе позволить психотерапию. Страховка, большинство страховок покрывает психотерапию, но очень маленький процент психотерапевтов страховки принимают. Я, например, никаких страховок не принимаю, потому что расценки, как правило, настолько маленькие, что приходится это компенсировать большим количеством пациентов. И тогда не хватает уже внимания. То есть это уже совершенно другого качества работы получается. Есть этические принципы психолога, которые запрещают повышать свою сверхзначимость через сверхцену. Это считается этическим нарушением. Ты не можешь вынимать своего клиента из денег таким образом, чтобы он вообще только на тебя и работал. Это осуждаемо очень. И этические комитеты тех профессиональных сообществ, которым которым психологи принадлежат, они это отслеживают. Это нельзя делать. Другое дело, что люди, которые не принадлежат ни к какому сообществу, они тебе что хочешь позволят, потому что прослушал 9-месячные курсы, назвался психологом, и все, и спрашиваешь. В общем, не надо со мной про это разговаривать, меня уносит. Сколько стоит прием у вас? Примерно хотя бы. Или у такого специалиста, как вы? В среднем по Москве? Да. От 3 до 6-7 тысяч в среднем, то есть вилка примерно такая. Сколько стоит, если не секрет, ваша консультация? Не скажу. Я скажу почему. Потому что будет стыдно. Потому что столько, сколько берут москвичи, да, я тут прям не молодец. У вас сколько раз меньше? Не знаю. В 3, в 4. Ага. В среднем. Но для Перми это нормально? Нет, есть в Перми специалисты, которые берут больше. А как помочь учительнице пермской, которая 20 тысяч получает за 2 смены? Никак. Это государство должно понимать. А как мы можем помочь? Я смотрела ценник, думаю, да не, за что? Было такое же предубеждение, с которым я сталкиваюсь сейчас у других людей. Что послужило той точкой, после которой вы поняли, я иду к психологу? Когда мне пришло в голову, что я плохая мать, что я не желаю своим детям такой матери. И что я могу им дать. И вот когда я задумалась, немножко вышла из того фокуса на себя, на свои личные переживания, и подумала, что же я могу сделать для детей, и поняла, что мне что-то надо срочно менять, либо отказываться от них, чтобы не портить им жизнь. А сколько по времени люди... по вашей практике живут с депрессией, прежде чем они ее у врача диагностируют? Иногда это может длиться годами. И люди прям в депрессии годами у них все время... Это есть депрессии хронические, так называемые, когда она действительно может длиться несколько лет. Она может не глубокой быть по своей форме, но это состояние так называемого, например, есть дистемия, то есть стойко пониженного длительного фона настроения. После того, как ты вышла из больницы, тебе прописали какую-то лечебную терапию? Да, мне прописали сразу несколько препаратов. Это были нейролептики, это были противотревожные препараты, это были антидепрессанты. Но в какой-то момент антидепрессанты перестали действовать, и зимой снова накрыла депрессия.
Я уже это заметила, потому что это уже было как-то очевидно. То есть вот там потеря аппетита, потеря интереса к работе, опять сон по 12 часов. Я пошла, сдалась психиатру, она выкрутила мне дозу на максимум, и сразу стало очень радужно и хорошо. Нет ли такого ощущения, что прием антидепрессантов, поскольку в Америке каждый 6-й принимает по статистике антидепрессанты, это некий элемент мейнстрима, то есть модно. Подружка принимает, ну и я пойду за рецептом. Есть, конечно, такой элемент, что это просто общепринято. Не то, что даже модно, а это нормальное дело – пойти и выписать себе лекарство. Кроме того, есть такой менталитет, что приму таблетку, и все пройдет. Потому что реально для того, чтобы депрессия, особенно повторяющаяся депрессия, не повторялась, нужно проводить какую-то серьезную работу над собой. И есть люди, которые не хотят. Собственно, это тяжело, действительно, это непростая работа. Но есть люди, которые считают, что лучше принять таблетку, и, собственно, все уйдет. Есть проблема в том, что эти препараты относительно доступны легко в нашей аптечной сети. Хотя, конечно, в последние годы вот тоже наблюдается ужесточение правил отпуска. Это правильно. Этих препаратов. Конечно, нужен контроль. А к ним есть привыкание? Иногда может формироваться привыкание к этим препаратам, но здесь все должно быть под контролем доктора. Ты чувствуешь какую-то побочку от антидепрессантов? Нет. Я слышала, что либидо может исчезнуть. Может понизиться. И как раз вот такое было, но это было там, не знаю, месяц или два, когда пробовали добавлять еще один антидепрессант. Тогда его выкинули. Бывает еще, пальцы дрожат. У тебя не дрожат, видимо? Сейчас не дрожат. Все в порядке. У меня безымянный палец колышется. С тремором рук, с ним иногда бывают проблемы. То есть, это побочка именно. Это побочка как раз, да. Это не алкоголь, это не старость. Я пью половинку от миртазапина, который я принимал. У меня было самое большое 2,5. Я пил это антидепрессант? Да, это антидепрессант. И вот сейчас я слез наполовину, то есть я значительно уменьшил его, и я думаю, что до конца года... Во всяком случае, так мне говорит мой психиатр, что если у вас полгода или год для надежности не было панических атак, то можно думать о прекращении. Те люди, которые получили антидепрессанты, у них есть такое, специальное состояние серотонинового пика такого, там серотонин растет, доходит до пика. Это полный восторг. Это ощущение, эта серотониновая безмятежность, то, что раньше пугало или волновало, теперь все прекрасно. А есть проблема сойти с антидепрессантов, слезание с антидепрессантов? Нет, если грамотно слезать с антидепрессантов, человек с них слезает, нормально. Но это врач должен, это медленное снижение дозы, нельзя бросить, потому что если вы пили, потом бросили пить антидепрессанты, у вас начинается синдром отмены, это нехорошо. Таблетки не лечение. Таблетки очень нужны, без них невозможно нормально реабилитировать практически депрессию, но таблетки – это просто подпорка. Они снимают симптомы, но они не лечат. Я несколько раз думал, мне стало легко, отменю таблетки. Хоп, все возвращается. Поэтому таблетки, они позволяют тебе снять напряжение на время психотерапии, и дальше ты долго-долго-долго работаешь над собой. Вы, наверное, знаете, что в России людей, которые говорят, что у меня депрессия, нередко подозревают в притворстве и смотрят на них довольно косо. Депрессия – интересная штука. Депрессия стала модной. Я немножечко депрессивный. Это значит, что я острее чувствую жизнь, что я тонкий человек, что меня недооценивают, что со мной не так обращаются. Я всего этого не говорю, но когда я чуть-чуть депрессивен, мне это обеспечивает какую-то такую дозу сочувствия, поддержки, снисхождения иногда, что-то не заставит делать. Если это
осознанное притворство, осознанное, запланированное, то я просто ничего не могу сделать с человеком, потому что таблетки он будет выплевывать или проносить мимо рта. А всю мою терапию он даже не в одно ухо впускать, а в другое выпускать будет. Она будет мимо ушей пролетать. Я вообще считаю, что страдание бессмысленно. Это вся идеология, понимаете, русской классики, что вот, так Хождение по мукам. Да, в страдании душа там чего-то. Совершенствуется. Да, ну как-то. Да, это неправда. Неправда? Неправда. Страдание бессмысленно. Если есть возможность избежать страдания, то, конечно, надо избежать страдания. Оно, ну как вам сказать, любой сильный аффект, сильное переживание, оно мешает нам думать. Оно мешает нам трезво, так сказать, смотреть на мир. Оно мешает нам быть гибким. Я в этом состоянии, если мне максимально плохо, эмоционально, я в этом состоянии выдаю, бывает, совершенно невероятные для себя самого. Я потом читаю это стихотворение и не понимаю, как это вообще, я это написал или не я. То есть это такое состояние на грани, которое очень полезно мне, как музыканту. На грани чего? Да, на грани срыва в черноту, в полную. Ну, не знаю, сумасшествие или какого-нибудь суицида там. И когда раз в 2 года я падаю вниз, это значит, пора выпускать новый диск «Свобода». Погоди, у тебя есть опасения, что если ты пойдешь к психотерапевту, если ты будешь пить антидепрессанты, и они тебе помогут, то может, лирика уйти куда-то? Были такие мысли. На самом деле я в более-менее нормальном состоянии, не депрессивном, тоже пишу. То есть я жизнь доказывает, что я пишу в любом состоянии. Просто настолько мне это привычно, что идти раскрываться чужому человеку, для меня это вообще одно дело в интервью, когда это все-таки идет на всю страну. Идет на пользу карьере. Это, понимаешь, это как бы это элемент работы фактически. А другое дело, когда это ты делаешь ради себя самого, и опять же с неизвестными последствиями. То есть тебе на самом деле комфортно в твоей депрессии, как я слышу? Комфортно мне. В моей депрессии комфортно. Да, мне в моей депрессии комфортно. Понимаешь, опять же, говорить депрессия, не диагностировав, это опасно. Может, у тебя просто меланхолический склад характера? Может быть, да, все нормально на самом деле? Может быть и поэтому. Но на самом деле нет. Ненормально, когда ты не умеешь радоваться вещам, которым на самом деле реально стоит радоваться. Мы с тобой сейчас идем по Фалкону. Здесь все так радостно, ярко. Здесь полно классных людей. Здесь и модные магазины, кафе. Это помогает тебе? Или когда у тебя депрессия, тебе пофигу? Конечно, пофигу. Когда тебе плохо, то чье-то веселье, не сказать, что оно лучше на тебя действует, потому что ничего не пробивает этот заслон. Угу. Как ты думаешь, это с тобой навсегда? Конечно. Да, это самое страшное. То есть, что это в любой момент может вернуться. И, в общем, я внимательно слежу за своим состоянием, вижу, как оно обостряется. И в какие-то моменты, например, мне очень сложно читать новости. Я просто не вывожу, когда я открываю. Там опять какие-нибудь обыски, аресты, задержания. Ты победил депрессию? Хочется верить, что да. Знаешь, я что могу сказать? Я очень серьезно свое ощущение через музыку, через которую я слушаю, оцениваю. Когда у меня был прям самый глубокий момент депрессии, я все время слушал Slipknot. А сейчас, когда у меня такое ощущение, что мне стало значительно лучше, я постоянно слушаю Distemper. Этот мир уже создан для тебя. Такая московская ска-панк-группа, у которой главная идея — это добро, счастье и веселье. И я недавно я давно не ходил на концерт никакие. Я просто подумал, я должен туда пойти, просто я должен чувакам отплатить за то добро, которое я ощущаю, и они излучают. Депрессия излечима? Да. Во всех случаях? Я думаю, что
в 99%. Понимаете, депрессия протекает фазами. То есть вот есть депрессивная фаза, она закончится. Но задача врача, да, вот помочь, чтобы эта фаза закончилась быстрее. Вы знаете, есть такое блестящее определение психотерапии. Это процесс, в результате которого исчезает проблема и появляется другая. Ну, потому что жизнь – это такая цепочка решения проблем. С какими-то я справляюсь сам, в каких-то мне нужна помощь. И 24 часа в сутки счастливым быть невозможно, организм не выдержит. Ему и отчасти нужно отдохнуть. Ну вот, друзья, как обычно, все выводы у нас на канале вы делаете сами. Я чувствую в конце необходимость поделиться личным опытом. У меня всегда депрессивные состояния, их у меня было, наверное, 2 в жизни, они связаны с работой, потому что я трудоголик, и если начинает рушиться работа, то у меня сразу все остальное рушится тоже. И когда я уходил с НТВ 100 лет тому назад, был сложный период, но прям по-настоящему я понял, что я в депрессии как раз когда начиналась редакция. И я уходил с предыдущего места работы, с телекомпании RTVI, в которую как-то очень лично вложился. И как-то из-за того, что я уходил из команды, своими руками созданной, я прям неделю уже сижу и понимаю, что меня ничего не радует. Уже вот редакция, новое дело, все круто, вроде съемки, а я в печали. И я такой, наверное, это депрессия. Пойду-ка я к кому я пошел? Психотерапевту. Пришел к психотерапевту, говорю, у меня вот депрессивное расстройство в легкой форме. Она посмотрела, говорит, да, у вас депрессивное расстройство в легкой форме. Прописала мне какие-то легкие антидепрессанты. Но тут уже очень много стало съемок нашей редакции. И я так и не понял, что меня вытащило. То ли эти съемки, то ли вот эти таблетки. Я их не так долго пил. Но, в общем, мне кажется, что все-таки работа. Потому что для меня работа прям всегда такой супер антидепрессивный инструмент. Это не к тому, что я вам это советую. Потому что тут не может быть, как вы уже поняли, какого-то единого лекарства. У каждого своя история. Единственное, что я могу, наверное, порекомендовать, это не держать в себе такие состояния. Поговорить, если не хотите сразу со специалистом, то начните с близкого друга. Но лучше пойти, можно к психологу, можно в клинику, к психотерапевту. Мы уже поняли, что это не так страшно, как кажется. И еще одно признание, которое я считаю нужным сделать в конце выпуска, это чай. Вещь, часто используемая для съемок. Ну и мы, в общем, в разгар рабочего дня тоже решили, что не надо мне бухать по-настоящему. И вообще это на самом деле ничему никогда не помогало. Потому что если бы все так просто лечилось, то, знаете, и депрессий никаких бы у нас не было. Это редакция. Комменты, лайки туда. Скоро увидимся.